Ну вот я и добрался до этой точки, которая на карте обозначена как гора Медео. Your fingers Okay, yes. close camera. Close camera? О, Толгата встретил здесь. Вот я приехал на Медео. Сегодня 4 сентября, четверг, рабочий день. Отправляюсь на гору Медео. Сейчас пройду немножко вниз туда и поверну, и пойду в ущелье Кемасар. Прошел в ущелье Кемасар. Судя по этому знаку, прошел 1,5 километра. А моя цель сегодня — гора Медео. Весной этого не было. Прямо под солнцем видна гора Фурманова. Так, если пойти вверх туда на седловину, вон к тому указателю, то дальше по гребню можно подняться на гору Фурманова. Так, ну а мой путь сегодня лежит направо, в ту сторону. Подошел к речке Кемасар, сейчас надо переправиться на ту сторону. Тут лошадки пасутся и прочие животные. Поднялся до этого места. Тут свежеустановленная скамейка. Там бетон еще свежий. Столбик поставили, пока без таблички. Город видно. Ручеек здесь небольшой. Дальше опять скамейка. Видимо, сюда лошади ходят на водопой. Протоптали тропу сюда хорошую, но вокруг этого ручья вся земля перепахана. Очень сложно переходить его. Наверное, лучше было бы пройти вверх вдоль ручья и там переправляться. Собирался сквозь эти ели. Там видно другую тропу. Мне дальше куда-то туда. А нет, мне, видимо, как раз на ту тропу и надо выйти. Ну да, мне надо было вот так вот пройти. Выйти сюда. И теперь туда. Опять пришлось продираться сквозь ели, еловые ветки. Дальше туда. Тут есть какие-то тропки наверх, но, видимо, их лошади протоптали. Шел до этого места. Теперь тропа на карте поворачивает вверх. Судя по всему, я вышел на гребень. Дорогу перегораживают всякие упавшие деревья. Первые два ствола, которые перегородили дорогу, я обошел слева. Теперь пытаюсь вернуться на гребень. Видно город. Вроде бы я вышел на гребень, но это было нелегко. Высота 2400. Добрался до более-менее ровной площадки. Тут явно место для костра. Склад дров. Типа скамейки, то есть бревна. Странно. Вроде бы я иду по гребню, но подъем очень крутой. На карте тропа где-то справа.
Но она точно идет по склону. Вот я точно нахожусь на гребне. Но здесь путь не выглядит легким. Впереди нагромождения всякие. Там дальше было толстое дерево, прям посередине росло. Пришлось обойти его слева. Теперь вот надо под этим упавшим пройти. Теперь тропа идет по склону вроде бы. Высота 2680. Я не выдержал, отклонился от тропы вверх, к гребню. Подъем довольно крутой. Видно вот хорошо седловину. Около Медео один парень подошел ко мне, Талгат его зовут. Приехал из Узбекистана. Первый раз тут решил, попросил идти со мной. Вот мы с ним вместе дошли до той развилки. Там он решил идти на Фурманова. Вот. Он чем-то похож на нашего Андрея с работы, только немного пошире. Талгат довольно крепкий парень. Сказал, что в Казани бегал полумарафон. Так что, думаю, он справится. Высота 2700. В апреле мы с Олей ходили тоже на эту гору Медео. Но не здесь, а примерно где-то там. Через то ущелье поднимались. Там еще лежал снег. Это был ужасно тяжелый подъем. И мы тогда остановились тоже на высоте 2700 и повернули назад. И подъем был очень тяжелый, и спуск такой же тяжелый. Тот поход усложнялся еще тем, что нам пришлось идти по снегу, довольно глубокому местами. И у нас обувь была неподходящая. Особенно у меня, когда идешь боком по склону. Так вообще, из-за того, что у меня она была совсем неподходящая, мне тогда приходилось что-то изобретать. Например, спускаться задним ходом, чтобы как-то справиться с этой обувью. Тогда на подъеме мы встретили одного мужчину. Он тоже первый раз шел по этому маршруту. Примерно там же он развернулся назад. Но в отличие от нас, он спустился по снежнику, стоя на своих ботинках, как на лыжах. Тогда местами был настолько крутой подъем, что я даже коленом выбил сотку из внутреннего кармана сотки и не заметил этого. Потом обнаружил, что сотки нет. Пришлось возвращаться назад, и, к счастью, я ее нашел недалеко. Вот вышел на открытое место, Кумбель видно, другой гребень видно, по которому сюда можно было подняться. Разные интересные горы. Где-то там Чембулачка, Панорама, Башута, Панорама, может даже Фурманова. Ну а сама гора Медео где-то там, наверное. Так, что у нас здесь? До вершины Медео, которая обозначена на карте, еще идти метров 200. Вообще сегодня довольно тепло. Я взял кучу теплой одежды. Так, вот это пик Букреева. Это, скорее всего, Фурманова. Здесь вот такая прикольная надпись есть. Не совсем понятно, как дальше идти. Довольно острый гребень, покрытый большими камнями. В общем, обошел это дело чуть ниже по склону слева. В общем, в апреле мы поднимались вон там вот по ущелью вдоль той речки. Это был очень ужасный подъем.
Видимо, вот здесь вот гора Медео и находится. Ну, сейчас я доберусь до нее. Ну вот я и добрался до этой точки, которая на карте обозначена как гора Медео. Какая-то баночка. «27 июля 25 года какая-то Смирнова». Да, кажется, в видео товарища Мунозера этой надписи еще не было. А он поднимался сюда в июне. Вот почему я решил сюда зайти по двум причинам. Во-первых, потому что в апреле мы сюда шли и не дошли. Надо было закончить это дело. Во-вторых, я пошел другим маршрутом. Ну, Мунозер в своем видео пошел вон туда дальше, на панораму. И оттуда спустился через Фурмановку. Может быть, я тоже так сделаю. Так, ну, видимо, очень даже устрашающий гребень такой. Справа страшный обрыв. Видимо, надо обходить слева. Все-таки я практически по верху иду. Оглядываюсь назад. Здесь явно были люди. Дошел до вот этого турика. Теперь небольшой спуск вниз. Потом подъем туда. Вообще по этим камням даже прикольно идти. Высота 2848. Блин, как вспомню, как мы в апреле поднимались по вот этому ущелью. Это был ужас. И снег, и заросли арчи. Ну, сначала снега было еще не очень много, потом чем выше, тем больше и больше. Путь до этого ущелья, то есть там за этим поворотом, хоть и там снега и не было, но зато там был нисколько не легче подъем. Вот, а сейчас я прошел вот где. Прямо по центру пик Терешковой. Это Кумбель. Так, а вот это что за белые вершины? Может быть, это молодежный? Обходил вот этот скальник слева. Видимо, дальше мне надо вон туда. Очевидно, вот это вот нагромождение камней, это и есть вершина Кабаргы-Тау. Ну, попробую сейчас забраться. Ну вот я и добрался до этой Кабарга-Тау. Это гора Фурманова. Скамейки видно. Спасательная хижина. Там слева доносятся голоса. А мне надо будет идти вон туда. Пойду на панораму. Когда-то я читал совет одного мастера цигун. Значит, он рекомендовал дышать носом, а язык прижимать к верхнему небу за зубами. Чтобы подняться, сначала придется немножко спуститься. Там справа от домика видно людей. Немножко отдохнул, теперь пойду на панораму. Здесь склон покрыт мелкими камешками. Из-за этого случаются пробуксовки. До панорамы еще примерно 150 метров по высоте. А на город с запада надвигаются облака.
Вот вышел на финишную прямую. Там кто-то стоит. Ну вот я и подкрался к этой самой панораме. Так, что-то здесь много всяких разных табличек. Это я раньше не видел. Что это? Какая-то старая скамейка. Вон там нормальная скамейка. Ну все. Теоретически можно пойти вон туда, на Башуту, потом на Чембулачку, спуститься с нее, вернуться к Медео. Получится малая кругосветка. Ну, вариант малой кругосветки. Сижу, обедаю. Пока обедал, прошел один иностранец, вот оттуда. Потом девушка одна прошла тоже оттуда, в сторону Фурмановки. Вот такой здесь вид. Вот это, наверное, пик Талгар, хотя я не уверен. Кстати, вот это у нас пик Скай. Рядом со скамейкой. Там Катыр-Булак, потом идет пик Букреева. Там мыс Надежды. Вот это Фурманово внизу. Это Кумбель, пик Терешковой, а за ней там уже горы, которые рядом с Большим Алматинским озером. В общем, я поел и пойду спускаться к Фурманово. Ну и дальше в ущелье Килмасар, к Медео. Вот спускаюсь потихоньку. Вообще прикольно смотреть на гору и знать, что на ней уже был. А то еще и несколько раз. На Фурманово был, на Букреева был. Там был. Вот спускаюсь помаленьку. Заодно проверю, как мои колени себя покажут. Там вот Бутаковское ущелье. Это Бутаковский перевал в ущелье Левый Талгар. Там Катыр-Булак и пик Букреева. О, Талгата встретил здесь. Ну как? Пока норм. Терпим. Ты там, если хочешь сделать кругосветку, давай тогда, счастливого пути тебе. Ладно, спасибо. А я пойду Всем вон спасибо туда. за воду еще раз. Ну вот, подошел к этому домику. Теперь я могу говорить, что я и по вон тому хребту ходил. На Катыр-Булак и Букреева и вниз. И по вон тому, где гора Медео, Кабаргатау. Там поднялся на панораму. Подхожу к пику Фурманова.
Там палец загораживает. Пальцы берите. Нет. Your fingers Okay, yes. close camera. Close camera? Yes. Can you your fingers? Нет, right. С Фурманова идет по вот такому каменистому склону. Подъем на Чимбулачку примерно такой же, только круче. Вот я подошел к поляне энтузиастов. So we have one island with a lot of puffin birds. On one. It's the good part, but the bad part, yeah, is that crime and people not working here because we need people in the workforce, and that is not okay. Хожу к качелям. Мне еще идти почти 5 километров. Вон качели. Здесь тропа покрыта мелкими камушками всякими и пылью. Уже много раз подскальзывался вниз, на них чуть не упал. Довольно опасненько тут. Вот дошел до седловины. Здесь стоит 4 скамейки. Вон там видно нижние качели. Где-то там я сегодня повернул направо и пошел подниматься. Показываю упражнения для активного отдыха в горах. Сначала ложусь на скамейку. Теперь поднимаю ноги и делаю велосипед. Ну, в общем, отдохнул. И сейчас пойду спускаться вниз вот этим путем. Я пошел этим путем, во-первых, для разнообразия. А во-вторых, потому что там есть родник, и можно набрать воду, которая у меня кончилась. Тут вот ели вон как растут. Дошел наконец-то до родника. Хотя тут не совсем понятно, где он находится. А до Медео возвращаться еще вон сколько. Так, может быть, родник здесь? Сейчас попробую набрать воды. В общем, набрал. Она, конечно же, холодная. Надеюсь, что хорошая. Теперь путь пролегает через лес. Ну вот, подошел к асфальтированной дороге. Прямо по центру Кумбель, справа Мохнатка, слева Горелка.